К этим закрытым архивам еще не прикасались исследователи. Машинопись легендарной книги «Ракеты и люди» с справками автора Бориса Чертака. Уникальный документ отражает путь воспоминаний прославленного конструктора от записей на протяжении всей жизни к изданию на многих языках. Тот самый случай, когда между строк читают буквально, а на страницах находят новые загадки. Сегодня достаточно сложно сказать, почему он так ярко это выделил, но тем не менее, Луна всегда была мечтой и советской космонавтики, и, собственно, российской тоже остается. Это авторская его правка, такого по-другому быть не может, потому что весь массив документов сдавался его родственниками. Одно из центральных мест в наследии Бориса Евсеевича занимают первые автономные аппараты на Луне, Марсе и Венере. Чертаком создана наука об управлении сложнейшими кораблями в агрессивном космосе. Можно сказать, это его автоматические станции первыми побывали на спутнике Земли и ближайших планетах. Вся эта тематика Королевым была поддержана под его, так сказать, непосредственным давлением. Мы очень много сил потратили на разработку этой тематики. И вот Королев забирает у нас все это и говорит: нет, пусть этим занимается Георгий Николаевич Бабакин в НПО имени Вавочкина. Королев ставил лучших конструкторов во главе новых направлений космической деятельности, а Бориса Евсеевича сделал своим заместителем. Видимые черты обретал проект полета космонавтов на Марс. Сергею Павловичу нужен был надежный соратник. Тот, кто с детства, как сам Королев, следовал только самым смелым целям. Я мечтал о путешествии на Марс с того момента, как прочел фантастический роман Льва Толстого «Аэлита», а потом сумел еще посмотреть совершенно потрясающий, немой, учтите, фильм «Аэлита», где меня марсианская красавица Аэлита совершенно потрясла. Поэтому я тут же увлекся радиолюбительством для того, чтобы принять сигналы с Марса. Мы в музее центра имени Хруничева, одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли страны. В 30-е годы это авиазавод номер 22, куда Черток поступил обыкновенным электромонтером и очень скоро отлично зарекомендовал себя у руководства. За рацпредложение по безопасности труда он получил вот эту кожаную куртку, которой очень гордился, и даже решил запечатлеть этот образ на фотографии. Черток работает на авиазаводе в Филях, поступает в Московский энергетический институт и проектирует электрику комбината питания предприятия, изучает структуру производства, ведет партийную работу. Там же он знакомится и со своей будущей женой. Ключевой момент вот этих 8 филевских лет, да, то, что здесь он получил, с учетом особенно то, что он работал над скоростным бомбардировщиком Александра Александровича Архангельского, он получил вот эту конструкторскую школу вот многосерийного непосредственно изделия, которое делалось в огромных количествах и издавалось. То есть, и это все ему пригодилось уже в дальнейшем в ракетно-космической отрасли, когда им надо было внедрять серийное производство ракетных изделий. За годы войны Черток освоил перспективную тематику жидкостных ракетных двигателей, и уже в апреле 1945-го его командировали в Германию изучать трофейные баллистические снаряды дальнего действия. Вместо того, чтобы следовать установившимся тогда порядкам, немедленно все грузить в вагоны и отправлять в страну, мы решили, что работать надо там, в Германии. Вот Черток и Саев основали институт РАБы. До сих пор немцы в своих воспоминаниях нас так вдвоем и расписывают. Борис Черток также вошел в историю как разработчик систем астронавигации и конструктор первых приборов для ориентации по звездам. Эти и многие другие прорывные технологии легли в основу первой стратегической советской ракеты. Р-7, я считаю, что это его самое великое достижение. И видно, что это создано Богом, не людьми. Понимаете, я вот падаю вниз перед вот этим вот творением. Корабли «Восток» и «Союз». Шедевр технологий – многоразовая транспортная система «Энергия Буран». Практически в каждом из отечественных достижений в космосе есть весомая частичка вклада Бориса Чертака. Он стал легендой при жизни и сделал прогнозы, которые реалистично выглядят и сегодня. То, что мы называем здравым смыслом, позволяет утверждать, что прогноз Циолковского расселения человечества по Солнечной системе в 21 веке получит начало только
виде вольной базы. Надо отдать должное. Борис Евсеевич до последних дней своей жизни сохранил память ясную, четкую. Безусловно, ясность ума. Он прекрасно мог формулировать и излагать мысли, причем так, что им могли позавидовать молодые. Поэтому, он нам пример. Борис Евсеевич Черток ушел из жизни в декабре 2011 года, совсем немного не дожив до своего столетия. Герой социалистического труда, он награжден 2 орденами Ленина, орденом за заслуги перед Отечеством и многими другими. Автор более 200 научных трудов и уникальной монографии «Ракеты и люди». Книга стала настольной для организаторов космической деятельности в России и за рубежом.